Всем привет, я Алекс Лампер, и данный цикл видеороликов будет посвящен продуктивной работе в среде разработки WebStorm от компании JetBrains. Существует несколько официальных способов ее приобретения. Купить персональную лицензию, купить лицензию, распространяемую на компанию, получить бесплатную версию для студентов и преподавательского состава, скачать Early Access Preview версию или, проще говоря, EAP. Именно о последнем способе и пойдет речь. Каждый из продуктов JetBrains перед выходом релизной версии проходит несколько этапов. Этап первый – бета. Ранняя версия продукта будущей мажорной версии. Этап второй – релиз-кандидат. Пропатченная бета, включающая все новые фичи, готовая к релизу. Этап третий – релиз. Стабильная релизная версия. Параллельно выпуску патчей и внедрению новых фич существует версия EAP. Другими словами, это самая свежая сборка от разработчиков, которая распространяется совершенно бесплатно, но не гарантирует стабильной работы. Это именно та версия, над которой трудятся разработчики и тестировщики внутри компании. EAP-версия продукта позиционируется как сборка для так называемых Early Adopters и заинтересованного сообщества. Это позволяет авторам плагинов при необходимости вовремя внести правки в код до выхода релизной версии среды разработки. Сообщество же может принять активное участие в качестве тестировщиков и при нахождении багов оформить их на публичном бактрекере компании. Ознакомиться со списком продуктов, для которых распространяется EAP-версия, можно по ссылке. WebStorm в их числе. EAP-версия поставляется со встроенной на 30 дней лицензией, которая активируется в момент установки программы. При этом гарантированно в течение этих 30 дней будут приходить обновления, с каждым из которых срок лицензии продлевается еще на 30 дней. Таким образом, имеется возможность пользоваться последними наработками своевременно и совершенно бесплатно. После выхода релизной версии продукта, EAP-версия может быть заморожена на некоторое время, обычно около месяца. Полагаю, это сделано, чтобы увеличить продаваемость в момент релиза. Как я уже говорил, EAP-версия не гарантирует стабильной работы и распространяется под девизом as is, то есть как есть. Более того, часть плагинов может перестать работать, потому что авторы еще не успели их обновить. Также IDE может получать обновления, которые не войдут в релизную версию, а добавляются лишь для того, чтобы собрать обратную связь с пользователей и обкатать новые фичи. По своему опыту использования EAP-версии на протяжении нескольких лет могу сказать, что резкие изменения в интерфейсе и удобстве происходят достаточно редко. За все время я завел около 10 багов, которые были исправлены в последующих патчах, а меня при этом греет ощущение, что я внес свой вклад в развитие продукта, которым пользуюсь ежедневно. На этом все, используйте свое время с умом и до новых встреч!